Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кулича краффин. Этот кулич стал просто хитом последних лет. Он выглядит очень красиво, получается очень вкусным. Разрез у него также очень необычный. За счет начинки кулич долго остается свежим и очень сочным. Для начала приготовим опару. Для этого 200 мл теплого молока соединяем с 30 граммами живых дрожжей. Можно взять сухие дрожжи, тогда потребуется 10 грамм. Сюда же добавляем 100 грамм сахара. Все хорошо необходимо перемешать и отправляем в тепло на 10-15 минут для того, чтобы дрожжи подошли. 2 яйца взбиваем при помощи венчика либо вилочки. К яйцам необходимо добавить размягченное сливочное масло. Добавляем ванилин по желанию. И можно добавить также по желанию цедру лимона или апельсина. У меня цедра лимона. Сюда добавляем подготовленную опару. И высыпаем 500 грамм муки. И начинаем замешивать тесто. Также не забываем про чайную ложечку соли. Тесто сначала замешиваем при помощи ложки либо венчика, потом продолжаем замешивать руками, после чего необходимо переложить тесто на стол и продолжать замешивание на столе. Стол перед тем, как выложить тесто, смазываем небольшим количеством растительного масла. Руки также смазываем растительным маслом. Во время замеса тесто будет меньше липнуть к рукам и к столу. Периодически смазываем стол растительным маслом. Тесто вымешиваем долго, минут 10-15. Если есть возможность, можно замесить при помощи миксера. Тарелку, в которой будет подходить тесто, смазываем растительным маслом, накрываем полотенечком тесто и отправляем в тепло на 1,5 часа. Когда тесто хорошо подошло, его необходимо обмять. Готового теста у меня вышло чуть больше килограмма, где-то 500 кг. Тесто я делю на 3 равные части, из которых буду формировать дальнейшие краффины. 2 части необходимо отложить в сторонку, накрыть полотенечком и пускай ждут своей очереди. Одну из частей раскатываем в прямоугольный пласт. Для начинки я буду использовать мак. Это у меня готовая маковая начинка. Она в своем составе также содержит немножко изюма и апельсиновую цедру. Можно маковую начинку приготовить самому. Когда распределили по всей поверхности маковую начинку, скатываем тесто в рулет. Разрезаем этот рулетик наполовину по всей длине. Из этих 2 половинок необходимо сформировать косичку так, чтобы срезы смотрели все время вверх. Теперь эту длинную косичку разделяем на 2 половинки, края защипываем и сворачиваем ее спиралькой, либо узелком каким-то или улиточкой и выкладываем заготовки в формочки для куличей. Еще у меня будет один пласт с начинкой из цукатов. Начинку можно использовать какую угодно. Фантазия ваша на что разыграется. Такая начинка: сухофрукты, цукаты, шоколад, мак. Можно использовать корицу. Заготовки выставляем на противень, накрываем снова полотенечком и оставляем на столе минимум на полчаса, максимум на час, чтобы заготовки поднялись. Когда заготовки куличей уже постояли, необходимо смазать яйцом с небольшим количеством молока и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Пока пекутся куличи, приготовим сироп. Для этого 125 мл воды смешиваем со 100 граммами сахара. Ставим на огонь вариться, провариваем 3 минуты, после чего сюда же добавляем мед. И оставляем сироп остывать. Куличи за это время выпеклись. И теплые куличи смазываем сахарно-медовым сиропом. За счет сиропа они будут дольше свежими и будут красиво блестеть шапочки. Вот такие замечательные куличи в результате получаются. Советую их приготовить. Получаются они очень вкусные, сочные, ароматные. Я думаю, вам этот рецепт обязательно понравится. До новых встреч! Всем приятного аппетита!